На канале Печи Камины, я Александр, нахожусь на объекте, на котором идет монтаж чугунной топки. Монтаж этот заключается в том, чтобы зашить ее в фальшкороб и попасть в шахту дымохода, которая также вот там за моей спиной находится. Это новая рубрика на моем канале, которая позволит вам увидеть, как и из чего состоят фальшкороба, собственно говоря, на что ставятся топки. В общем, погнали, смотрите дальше. Итак, на этом объекте установлена чугунная топка от компании Ardenfire Promo 700 и сейчас возводится фальшкороб. Фальшкороб возводит хороший друг нашей компании, печник Антон. Антон, расскажи, что вот, собственно говоря, это за работа по возведению фальшкороба и что вообще заказчики здесь хотят видеть? Ну, они хотят видеть здесь более современные формы. То есть у нас будет прямоугольник, потом какие-то элементы мрамора здесь будут, вот такая декоративка. Вот, ну, то есть мы отходим от этих вот классических порталов и кантри стиля и, в общем-то, делаем более такую новую, современную, незамыленную для глаз форму. По монтажу устанавливается у нас вот нижний из кирпича подставка, и в нее ставится топка. Вот, потом у нас делается каркас из профилей, вот, и обшивается кальций-силикатом у нас. Это все делается. Сверху у нас растечки, так называемые, чтобы у нас потолок не грелся на расстоянии 30-40 сантиметров. Отсекается все это. Вот здесь вот будут решетки для выхода воздуха. И снизу для захода будет конвекция. То есть снизу поступает холодный воздух, охлаждает топку, нагревается сам, и, соответственно, через верхние решетки. То есть снизу все-таки будет еще какой-то приток делаться? Да, будет 4 решеточки. 4 решетки, одна из которых, или две будут снизу, две сверху, да? Да, две снизу. Решетки мы вам сейчас покажем. Но здесь вот, насколько я вижу, использован кальций-силикат, но либо скамотек плита, еще ее также называют. Это датский производитель плит, 30 мм и профиль использован. А вот решетки, которые будут ставиться уже у нас сверху. Сверху. И снизу также будет ставиться. Вот там будут стоять решетки, через которые будет идти поток воздуха, то есть он здесь в коробке будет. Хочу ваше внимание обратить на то, что профиля идут прямо от верха, крепятся и до низа опускаются. Топка у нас установлена на кирпичи. Также отдельно можно для этих топок приобретать еще и подставки, вот, но зачастую они достаточно неудобны для эксплуатации, бывает для установки и монтажа. Не всегда есть возможность прям подогнать сантиметр в сантиметр. В общем-то, не самый удобный монтаж при этом. Антон, подскажи, для чего нужны вот здесь вот такие большие расстояния от фальшкороба и насколько они могут быть минимальными? Ну, нам нужен объем, чтобы топка охлаждалась, была циркуляция воздуха. То есть если мы все делаем вплотную, зажимаем короб, у нас минимальная циркуляция, соответственно, нагрев идет на стенки. То есть чем больше объем внутри, тем, соответственно, она меньше нагрузка на саму топку. Ну, то есть расстояние должно быть. Но оно будет, может быть поменьше, но вот здесь у меня сантиметров 15-18, но я думаю, сантиметров 10 это минимум должно быть. То есть многие клиенты у нас задают вопросы, насколько близко можно подводить кальций-силикат там, к топкам, либо там, другим печам, каминам. То есть это должно быть сантиметров 10 минимум. Ну, кальций-силикат, смотря для чего, для правильной работы и долгой работы топки, то есть лучше сделать объем. Вот. Так вообще кальций-силикат можно чуть не вплотную переводить, там полсантиметра зазор. Ему, в общем-то, этот материал ничего не будет, да, он будет нагреваться, передавать какое-то тепло, но если вторым слоем зашить, то есть, в общем-то, это можно минимизировать. Но так как не будет именно вот этой конвекции довольно, достаточно, то есть у нас получается решетка 18 на 15 условно. Вот, то есть, соответственно, этот канал у нас снизу, он у нас проходит сбоку и, соответственно, уходит. То есть, если мы
сделаем там большую решетку, мы вплотную подведем к топке, у нас это расстояние сужается. То есть должны, в общем, быть, сколько воздуха зашел, соответственно, столько и вышел. Ну и еще это может привести к тому, что и топка побыстрее, я так понимаю, износится, особенно если это стальной Нагрев, будет вариант. да, то есть будет нагрев у меня больше, будет меньше вентиляции. Антон, по опыту скажи, пожалуйста, какая температура выходит сюда вот на лицевую часть кальций-силиката? Вот, какая примерно здесь температура, когда люди топят? Вот. Ну, по ощущениям, градусов 30-40, а не больше. То есть материал очень хорошо снимает тепло. Вот. Опять же, если мы ставим одну решетку, у нас нагрев больше идет на короб. Ставим мы две решетки, потоки воздуха у нас больше выходит, соответственно, нагрев падает. Ну, он практически не нагревается. Нагревается все, то есть это не холодильник, не кондиционер, у него идет нагрев всего. И вот этих стенок, этих, но нагрев прям буквально минимальный. Мгм. А чем можно и что можно на этот кальций-силикат дальше уже сажать? То есть это может быть там декоративная штукатурка или это... Ну, универсальный материал, вот, то есть шпаклевка, декоративка. Единственное, что надо грунтовать хорошо, он пористый. Мгм. Вот, ну и я бы рекомендовал все-таки сеткой, то есть фасадной сеткой. Вот, то есть без профилей делать монтаж, ну, не все конструкции это позволяют, жестко все это. Нагрев идет именно с профиля, а немножко расширяется. И вот именно вот эти вот углы, ну, по опыту ребята отделочники берут фасадные сетки, углы, пусть они большие, зашивают вот под ну, вот эти вещи. Вот. Ну и в принципе, если грамотно сделана эта шпаклевка и сетка, короба не рвет, то есть все нормально, все это. А так вообще, ну, как обычно, гипсокартон. Мгм. Ну, то есть для наших подписчиков расскажи, пожалуйста, обычно вот печники в большей части делают коробку, зашивают и чистовой отделкой практически не занимаются. Так это или нет? Ну, это разные специальности. Мгм. То есть, Я не могу, это то же самое, что шпаклевка, там, электрика, это просто отдельная сфера. мгм, То же самое, как отделочники, там, маляры не могут делать камень. мгм. Вот. Я бы рад, конечно, все эти работы выполнять, но чисто физически. Нереально. Ну, да. Ну, потому что многие заказчики представляют себе уже готовое, так скажем, уже строение, то есть там плитку какую-то кто-то там, Если возможно. задача стоит, я могу сделать под ключ, то есть нанимается подрядчик, пообщаюсь также с ребятами отделочниками. Вот, то есть задача есть такая стоит, я могу себе взять это полностью. Вот, то есть мы проговорили, как отделку, что будет приглашать ребят, они посмотрели, обсчитали. Вот, то есть я отвечаю за это все, они являются субподрядчиками, можно так. Мгм. Следующий вопрос у нас по дымоходу. Вот так часто бывает, что у людей уже заложен дымоход, здесь вот сверху видно шахту дымоходную, и задача в нее попасть, врезаться. Ну, многие не представляют, как это вообще возможно сделать, когда топка у нас стоит внизу, дымоход там, за счет чего мы будем с тобой врезать эту топку. Они подрезаются под нужный размер. Угу. Что-то у нас одна труба. Колено, да. Вот, соответственно, вымеряется все, подрезается и закладывается все раствор. А раствором закладывается обычным или какой-то жаростойкий используется? Смысла нет делать жаростойки, вот, то есть такого нагрева нету. Угу. Если, например, там печи, которые укладываются на шамотный кирпич, непосредственно где огонь горит, там делается именно на глину, на какие-то растворы специальные. Тут, в общем-то, у нас в этом месте все дело охлаждается. Ну, по опыту уже давно так делаем, ни одного нарекания не было. И глина, она имеет такое свойство все равно, что когда толстый слой, вот, то есть она трескается, вот, она так разрушается. Потому что тут у нас мы накидывать будем нормально, закладывать и кирпичом, и раствором. Вот, то есть работа с глиной подразумевает именно тонкий шов. То есть тут на данный момент это Ну, то есть то, что, допустим, продается в магазинах, там какие-то смеси, вот эти вот высокотемпературные, их использование вообще целесообразно или нет? Ну, можно как вариант купить ее, но опять же смешать ее с обычным плиточным клеем, там, раствором, вот, чтобы повысить это. Опять много жидкости добавить, чтобы повысить жаростойкость.
То есть обычного раствора достаточно. Будет ли коробка как-то еще изолироваться здесь изнутри? Будет ли там, может быть, еще что-то нашиваться или просто вот зашьется уже листами? Вот эти части я кальций-силикатом закрою, чтобы нагрев по профилям не проходил наверх. Ну и в принципе все. И все. Да. То есть мы максимум отсекем нагрев вот от всех металлических частей. Вот, то есть швы получается между листами шиной проложим. То же самое вот там, когда у меня листы есть, я тоже накладки буду делать. Ну, то есть даже если заказчик захочет, а я так понимаю, скорее всего, он захочет здесь какие-то натяжные потолки, скорее всего, делать, потому что... Верх отсечен. То есть можно смело будет монтировать. Ну, единственное, что тут по поводу потолков не факт, что будет, скорее всего, не будет. Когда я знаю, что идет потолок, потом бывает делать, ну, вот это вот расстояние делаем меньше. То есть максимально меньше, насколько возможно. Чтобы у нас отсечь именно теплый воздух от потолка. Потому что, да, допустим, здесь он будет выходить, пока дойти до потолка, где-то, наверное, в общем, потоками воздуха, расстоянием она температура упадет, нежели мы прям под самым потолком ставим решетку. Здесь, в общем-то, это поставил по максимуму, чтобы была более циркуляция в верхней точке. Чтобы поменьше была температура. Ну, такие самые часто задаваемые вопросы я уже, собственно говоря, спросил. И хотел бы еще твое мнение услышать по поводу топок, вообще вот каминных. Что ты больше рекомендуешь? Это чугунные топки или это стальные топки? Или какие-то там, не знаю, комбинированные варианты, которые сейчас есть уже? Вообще чугунный топки мы ставим уже очень давно. Очень давно. А раньше металлических топок не было. Вот, то есть, мое мнение все-таки чугунный, наверное, будет поинтереснее в плане отопления. У меня снова такая топка вот на даче. Камин, вот чугунный, ну, в принципе, никаких нареканий нет. Опять же, надо понимать, для каких целей человек делает камин. То есть он делает для отопления или делает так, ну, для интерьера. Если для интерьера, я думаю, надо брать самую дешевую топку, ну, вот, и в облицовку больше денег там вкладывать. Потому что даже самая дешевая топка, она сертифицирована, то есть у нее есть свой срок службы, то есть это не какое там кустарное производство. И для тех целей, которые, ну, в обычном доме там 2-3 раза за год зажечь 1,5-2 часа, они вполне подойдут. Если опять же там бюджет ограничен. И облицовку. Вот, если мотайте на ус. Если отопление, да, то есть там уже подход такой, то есть надо общаться с мастером, который делает. То есть обычно я когда прихожу, задаю вопрос, для чего, как вы будете использовать, для каких целей. То есть есть топки, например, цельные плиты. Вот это все без болтовых соединений, их можно топить круглые сутки. Вот. Если топки с водяной пробашкой, можно вообще отопление дома поставить именно вот на печном. На печной основе сделать. Да, можно, то есть ничего такого страшного, сложного. Но опять, надо ли это? Вот эта топка, она получается у нас по мощности где-то 12 киловатт. 12 киловатт, но при этом на 120 метров. 120 метров это У меня такой хороший запас. дача, каркасник, 6 на 6. То есть я с таким камином, ну, с нуля, то есть мне нет другого отопления, то есть я приезжаю, отапливаюсь. Через 2 часа у меня там уже там, 15-20 градусов, а через там, 3-4 часа там уже все 30-40 градусов. Вот, просто получается регулировать ее очень сложно. То есть когда это подал, вот, тепло выделилось, вот, ну, жарко. Приходится окошки открывать. То есть именно вот регулировка, она, ну, Более сложно. А как же все вот, вопросы, ну и наши, так скажем, клиентские такие, как продавцов данной продукции, о том, что разные топки и горят по-разному, или это все, так скажем, бред? ну, есть там эффект чистого стекла, они, конечно, помогают все. То есть, ну, опять же, в ценовой категории, вот именно вот этой ценовой категории, они примерно все одинаковые. Если, да, человек хочет там какие-то видеть там разницу между, ему надо попробовать, надо. Но опять же, мы ставили много всякого разного. Идил камины, шмидтовские топки ставили. То есть топки уже такого уровня, там 200-300 тысяч. Вот. У меня немножко подход, ну не то что подход, видение этого вопроса. То есть я ставил очень дорогие камины,
свое у меня мнение на все эти вещи, но оно вам не надо. То есть это то же самое, как, не знаю, там, Не будем сбивать да, не людей. сбивается. То есть в любом случае все сертифицированные товары, которые продаются, то есть они заводские. Вот, и выбирается на свой там, вкус и кошелек. То есть нет у вас там миллиона на камин, ничего страшного. То же самое, как и по машинам. То есть машина это 4 колеса и руль. Нет у вас денег, вам надо просто это ездить. Ну купите вы дешевле машину, зачем там покупать за 5-6 миллионов? То же самое с камином. Хотите вы посмотреть на огонь? Есть бюджетные топки там за 15, 20, там 30 тысяч. Вот. Вы спокойно можете ее поставить и смотреть. Если у вас больше денег, там желание что-то еще. Единственное, не делайте, вы поймите, для чего вам камин нужен, для каких целей. На огонь посмотреть одно дело, топиться другое дело, как интерьерное решение. И старайтесь лишних денег не тратить. То есть если у вас дом, отопление, газ, вам не надо ставить вот супер дорогую топку. То есть вы не будете в полной мере ее пользовать и эксплуатировать. То есть вот такая чугунная топка, в принципе, сейчас на, по-моему, 2020 год ценник в районе там 36-35 тысяч рублей, чугунная вполне подходит. Да, золотая средняя. Давно ставим, нареканий при таких эксплуатациях никаких нет. Вот. Так что смело можете такую топку покупать, никаких проблем у вас не будет. То есть они неприхотливы, не по тяге. Буквально вот на прошлой неделе подключали вот такую топку 150-й дымоход. Ну там высота еще должна быть. Дымоход зависит, да, то есть от сечения, от поворотов, от высоты. Следующий вопрос, который я хотел бы задать, наверное, один из последних вопросов. Антон, скажи, пожалуйста, вот, что клиенту, как правило, обходится дороже, готовую облицовку выбрать? Ну, понятное дело, что они, скорее всего, там есть, не скорее всего, они есть различные по ценовой политике. Или же зашиться вот такой вот короб сделать полностью конструкцию из кальция и силиката и потом ее обделывать. То есть как это? Люди задают вопросы, что дешевле? Сторонник все-таки, чтобы люди покупали готовые вещи. Объясню почему. Человек посмотрел каталог, картинки, вот, что он видит, то он получил. Когда начинается этот колхоз, изготовление не пойми что там, дизайнер нарисовал, какие-то высоты мы сделали, и когда человек отдал денег немало, он потом в конце смотрит, и ему это не нравится. Вот, и такие случаи были. И опять же, надо понимать, что когда делают штучные изделия, то есть на заводе, работают смены станки, они закупают массово мрамор и все вот это остальное. И, соответственно, могут сделать более ценно. Потому что у нас был такой случай, какая-нибудь там мраморная плита разбивалась, какие-то там вот элементики мы пытались сделать, там из мрамора заказывали. И за там кусочек какой-то там мрамора мы отдавали там 10, там 15 тысяч, там буквально был там есть по квадратуре, хотя мраморный камин стоит там 30 тысяч. Вот. Я все-таки сторонник того, что, опять же, если человек не хочет какую-то более современную форму, у него какие-то там сложные размеры, и в этом плане. По деньгам, да, в принципе, то же самое, потому что кальций-силикат это не дешевый материал. Да, вот. Если он не хочет такую форму заказчик, то есть ее, в общем-то, можно обойтись. Тут могут быть и портал, обычный мраморный, и камень, по стилю, все, в общем, по стилю. Ну да, с заказчиком рассматривали различные варианты, в общем-то остановились на том, что... Она в конечном итоге выйдет, все то же самое, потому что сейчас корпус делают, работу, то есть, соответственно, я возьму денег. Потом отспаклю его, какие-то элементы мраморные, вот эти вот, вырежу, опять что вырезать, это же у нас на каждом углу режется, то есть надо поехать в определенное какое-то место, то есть объяснить человеку, что ты хочешь, этот человек вырежет так, и не факт, что так. Ну да, на коленках, так скажем, с подручными материалами, то, что, допустим, здесь на объектах бывает, там с такими материалами достаточно сложно работать, таким, как камень, они достаточно, или мрамор, они достаточно сложно обработке поддаются. Все, теперь нам, надеюсь, все ясно, но на примере вот такого вот современного, так скажем, по исполнению камина в фальш-коробе, это то, что я хотел вам сегодня рассказать и поведать о каминах вообще и том, как они собираются. В общем-то, ссылка
под описанием. Вот на эту топочку мы уже ее снимали на одном из объектов, и подсказка вверху будет, вы можете перейти по ней и посмотреть на то, как она вживую горит. Сейчас еще долгий процесс рабочий здесь по монтажу на объекте будет. Сегодня мы не сможем ее просто-напросто растопить, а приехать сюда в следующий раз, я не знаю, успею или не успею. Сегодня мы подробно рассказали вам о том, из чего, как состоит камин. Я думаю, если какие-то вопросы у вас еще и остались, вы задавайте их, не стесняйтесь. В следующих видео мы постараемся полную картину отобразить. На сегодня все. С вами был Александр, канал Печи Камины. Подписывайтесь на канал, ждите новые видео. Их будет в этом году все больше и больше. Будут они все качественнее и качественнее. Всем пока!